Всем привет, с вами Йонивейс, и сегодня я хочу сделать обзор на участки даунтауна. И здесь порядка 44 участков. По-моему, в Sims 2 нету красивых участков, поэтому я создал тир-лист, чтобы можно было попробовать найти, действительно ли они есть. И мне кажется, что в центре для этого достаточно участков, может быть, что-нибудь и найдем. В центре вы найдете все необходимое шалманы, до бутика высшей моды, не говоря уже об интимных закоулках, в которых может целоваться, укрывшись от любопытных глаз. Собственно, сам центр, даунтаун, обычно он предстает перед игроком вот в таком виде, но это слишком темно, поэтому начнем так. Здесь нету семей, есть только куча общественных участков, и я видел, как даунтаун перекраивали и перестраивали 1000 раз, поэтому мне кажется, что интересно было бы посмотреть на его участки. Первый участок будет вегетарианская столовая номер 3. Мы вырвали из рук озеленителя лучшие растения, чтобы подать их вам на стол. 75% от каждого счета идет в фонд фрукторианцев. Спасибо за вашу поддержку. Собственно, сама столовка выглядит потрясающе плохо. Это реально ужасно. Здесь кошмарный фасад всего здания. Мне не нравится даже плитка, которую они использовали для пола. Что это вообще такое? Просто жесть. Никогда ее не использую. Она выглядит плохо. Ее можно использовать только, мне кажется, в ограниченных количествах. А тут это просто паттерн, который замостили. И само здание вообще пипец выглядит. Но посмотрим, что внутри. И внутри тоже, как бы на удивление, плохо. Если честно, мне очень не нравится этот концепт того, что типа вы заходите в ресторан и оказываетесь как будто бы на лугу. И здесь есть пруд с комарами, столики и маленький задний дворик. Выход. Почему нельзя просто это было сделать на улице? Они сделали здесь даже разные зоны, типа климатические. Все это выглядит странно. И непонятно, как это все растет и куда. И эти деревья. И здесь очень темно и неудобно играть. Я не представляю, во что это можно перестроить. Это не похоже ни на столовую, ни на чё. Здесь я знаю, что Сим будет подходить постоянно к этой штуке и пузыри пускать вместо того, чтобы есть. Вообще, насколько часто вы ходите сами своими симами в даунтаун? Потому что я хожу очень нечасто. И вот этот участок, я сюда вообще не хожу, сюда приглашают только симы, типа, о, давайте поедем в центр. И тогда я здесь оказываюсь по случайности. А так, это все очень плохо. Я вот прям представляю, как здесь сидишь, и на тебя, на телефон, и вот на это все начинает просто капать дождь. Литься. Сколько это должно быть ужасно. Я бы поставил столовку в днище. Сжечь и снести. Потому что я не понимаю, во что это вообще можно перестроить. Следующий на очереди магазин одежды «Крутые прикиды». В жизни современного человека очень важную роль играет то, насколько естественно и комфортно он чувствует себя в разной обстановке. Ужиная в дорогом ресторане, занимаясь сексом в примерочной кабинке, отдыхая в собственной постели. Секасон. Sims 2 еще использовали отвязный подростковый юмор. Именно здесь вы сможете обзавестись всем необходимым для того, чтобы по одежде вас встречали как подобает. Каждый раз, когда я смотрю на городки, я всегда думаю про контекст, в котором создано это здание. И мне кажется, то, что вот этот магазин, что там, прикиды, он вполне себе вписывается в стиль даунтауна, ну, такой, типа, индастриал. И мне в целом даже нравятся экстерьеры, за исключением этих уродских пальм, что это, добрый дворник, и каких-то деталей. Не знаю, здесь очень странная крыша, например, задний дворик. Но посмотрим, что находится внутри. Как это часто и бывает, здесь потолок
абсолютно от EA Games, очень странный, я не понимаю, почему здесь заборчик. О, и, как всегда, лампы висят абсолютно на пустом воздухе. Сам по себе магазин внутри, как и обычно, пустоват, и здесь есть очень странные штуки, типа, что за зона для вебкама. Холл, вот очень непонятный, как будто бы мы в отеле, а не в магазине одежды. Но здесь есть, в принципе, какие-то штуки по типу, которые говорят: о, это модно, это по-панковски. Он не гламурный, он именно такой джурк, что-то в этом роде. И, в принципе, пойдет. Его можно даже перестроить и сделать что-то интересное. Я бы здесь нахрен убрал этот уродский ковер и перестроил бы все расположение, бы поменял. А что здесь за музыка? Это heavy metal? Да, это heavy metal. Очень здорово. Почему можно сделать более банковским, в принципе, чем он есть сейчас? В принципе, я поставил бы этот магазин с пивом покатит, потому что я понимаю, как его можно переделать и что в этом может быть интересного. Следующий участок — магазин Империя покупок. Мы обеспечим вам все условия для эффективного времяпрепровождения с целью покупки кучи ненужных вещей. А расстаньтесь с зарплаты без сожалений. Мне, кстати говоря, очень нравятся эти саркастические описания. Это прям фишка Sims 2, она супер. Что ж, это маленький участок. Он, наверное, предполагается как магазин у дома, я думаю. И он прям самый маленький, реально, который есть в игре. И экстерьер выглядит неплохо. Единственное, меня смущают эти крыши и сама форма очень странная. А так, нормально. Посмотрим, что внутри. О, это плохо. Как обычно, вот эти вот магазины и пустые. Я думаю, что это магазин не одежды, но по факту здесь только 2 вешалки. Представляю, вы приходите в магазин, здесь 2 вешалки. И стойка с духами, касса, аппарат для покупки телефонов. И просто отвратительный ковер, который только можно найти. 2 кабинки для переодеваний и огромный пустой туалет. Опять зона для, не знаю, просмотра футбола, что здесь можно делать. По-моему, это абсолютно пресная база, и которая требует перестройки. Она, типа такая, не то и не сё, зато просто приходишь один раз и больше никогда не возвращаешься. Ночной клуб Готика. Тьма падет, и музыка завоет. Сотни голосов Готика взрывает. С мусор-клуба общество Ивы, Неплакучей и компании год в себе. Клуб Готику обожает большинство игроков в Sims 2. И этот участок считают каким-то особым для вампиров. Я хрен знает, может быть, действительно сюда чаще приходят вампиры. Но бывает нет, бывает да. И первое, что мне бросается в глаза, это вот это вот расстояние от деревьев. Просто мой внутренний перфекционист бьется в истерике, потому что это ужасно. А почему нельзя было их сделать на одинаковом расстоянии от здания? Непонятно. И они прям прилипают к этим странным тропинкам вокруг. Это тоже такое типа индустриальное здание, которое, возможно, раньше было складом, может быть. Мне очень не нравятся эти крыши, но это типичная проблема яшников, то, что у них очень странные крыши. Но, в принципе, экстерьер очень даже норм даже. Мне нравится то, что здесь развешаны плакатики, как будто бы это ночной клуб реально. И он такой зазывающий, как реклама. Здесь приятный задний двор, backyard. И вот эти вот штуки, они в нажимальном цвете наконец-то. Единственное, как будто бы здесь есть ковровая дорожка, и можно здесь, если такой VIP-участок, можно было бы поставить здесь заграждение. Примерно вот так. И мне, правда, очень нравится то, как все выглядит внутри, потому что это реально классно. Они интересно придумали с этим деревом, в отличие от столовой номер 3. Здесь это выглядит адекватно и как, типа, декор готический. Здесь классный вход, классный паттерн на полу, есть бар. С колоннами очень интересно все выглядит. Правда, непонятно, зачем зеркало, типа, определять, где вампир, а где нет.
Хорошие вип-зоны, крутилка, здесь есть маленький ресторанчик. Все достаточно приятно, и я видел много вариантов, как его переделывали. Но даже в таком виде он очень даже ничего, и сюда, в принципе, можно ходить. Я его поставил, это не могли построить я, хотя здесь есть что переделать, но в целом выглядит как даже адекватная постройка, в которой можно ходить несколько раз. Следующий у нас музей современного искусства Дежавю. В коллекции музея работы таких прославленных художников, как Барт Ануй, Джон Шницель, Адзе Револю, Лина Мадалина, Люк Дале, Виле Похиуля и многих других корифьев. Что такое корифьев? Я думаю, что здесь, скорее всего, было куча отсылок на известных художников в английском варианте, но русские локализаторы все похерили. Это типичная постройка для EA Games, когда они пытаются в постмодерн, и оно просто делает какое-то представление о современном искусстве как о начале нулевых, 90-х. Да, типа, смотрите, все такое богатое, необычное. И типа, да. Я помню, за что, когда я в первый раз увидел эту штуку, я не знал о коде моего Object-son, и я был просто восхищен тем, как это сделали, и не понимал, потому что это выглядит очень прикольно. В принципе, мне кажется, то, что вы почему-то все музеи современного искусства выглядят подобным образом, что в Дель-Саль-Вэлли, например, или в городе с многоэтажками. И он просто катастрофический. Здесь очень странно все. Типа на первом этаже у нас в колоннах встроены туалеты. Есть типа маленький кинотеатр. Мне, в принципе, нравится этот дворик, который могли сделать. Он выглядит прикольно. Небольшая кафешка, типа. Потом вы поднимаетесь наверх и смотрите просто на кучу картин, тумб и все. По сути, для симов здесь нет ничего интересного, и можно прийти просто посмотреть один раз и уйти. Честно сказать, я не знаю, во что это вообще можно превратить и переделать, потому что музей современного искусства выглядит вообще не так. Мне кажется, что это провал. Но мне очень нравится вот эта вот вещь с рекламным щитом. Она придумана очень классно, и я себе взял прям это на вооружение. Несмотря на то, что это только сжечь и снести, я думаю, что в целом это мозолит глаза. Его нельзя переделать, но и как-то улучшить тоже нельзя. Следующий на очереди бар «Дружба». Бар «Дружба». Мир, дружба, жвачка. В этом уютном баре собираются только друзья. Мы исполним любую вашу прихоть, принесем тарелку супа или даже микрофон, если ваше сердце поет. Снаружи он выглядит, в принципе, ничего. Индустриальное здание, очень странный экстерьер. Вот с этой стороны его можно было бы дополнить до квадрата или наоборот брать этот полукруг странный. В целом он вписывается в центр очень даже. И посмотрим. Ну, как всегда, мне не нравятся крыши. Здесь есть даже миленькая вывеска, которая изображена. Что это такое? Что это? Это груша? Итак, внутри очень нетипично то, что второй этаж наконец-то сделал. Это караоке-бар, что классно. С какой-то отсылкой, видимо, на японские караоке. Потому что здесь висят эти фонарики. На первом этаже дэнс-флор, как танцпол. Есть стойка для ресторанов, бар, столики. Ну, в целом так нормально, ничего такого экстра. Обычный бар, в который можно прийти даже и посидеть, потусить. Но он достаточно скучноват, я бы сказал. То, что в отличие от готики здесь мало развлечений, и можно ли здесь вообще восполнить все нужды. О, эта штука, она висит в воздухе. Но почему? Почему каждый раз они забывают то, что у них есть второй этаж?
Еще и располагается не посередине. Это просто ужасно. Мою дружбу я бы поставил с пивом покатит. Я бы не стал его сносить, его можно вполне себе перестроить. И даже там сильно не нужно ничего делать, только поправить экстерьер. Следующий участок — это бакалейная лавка «Побег Балбука». Вы сбились с ног, готовя обед для дорогого гостя. Переведите дух, вы уже нашли то, что искали. Свежий продукт наивысшего качества. Ваши гости будут в экстазе. Ну, от экстерьера я точно не в экстазе. Здесь опять использован прием с рекламным щитом. Но мне кажется, что они переборщили, когда пытались сделать рекламу на фасадах, потому что она выглядит нелепо. Эти крыши просто огонь. По сути, мне кажется, то, что это маленький молл. Я не понимаю, зачем здесь было делать вот так. Это какая-то зона депривации для одинокого ребенка. У них достаточно места, чтобы можно было сделать детскую площадку где-то. И непонятно, например, где парковка. То есть вот эта зона может быть парковка, а может быть наоборот, чтобы ходить по кругу, как арестанты. Второй этаж, как всегда, показывает нам то, что лампы летают. Внутри, кстати говоря, достаточно миленько. Мне нравятся здесь кассовые ленты, как их типа сделали. Это прикольно. И бакалеи приятные. Даже какие-то есть стенды с растениями. В целом достаточно прилично. И есть небольшой кафетерий. Здесь нет ресторана. Типа вы сами приходите готовить. Это очень странно. Можно было бы поставить кофеварку лучше. И придумать как-то иначе эту кафешку. А здесь типа винный магазин, духи. В общем, в целом очень даже симпатично. Я бы сказал то, что это хорошая постройка для базовых городков. И в нее можно приходить. Приятно. С одной стороны, экстерьер ужасен. Но интерьер мне очень нравится. Поэтому я бы поставил его на... Это не могли построить я. Здесь очень много хороших идей, которые можно использовать и реализовывать в собственных постройках, и его даже не нужно сильно менять, если вы хотите его использовать на постоянке в своем городе. Следующий на очереди — это парк Солнышко. Это идеальное место для прогулок с возлюбленной. Здесь вас согреют не только любовь, но и теплые солнечные лучи. У-ля-ля. В принципе, по моему мнению, парки в Sims 2 — это один из самых бесполезных лотов, который можно только построить. Потому что парки лучше всего совмещать с чем-то еще. Потому что вы приходите сюда и типа что здесь делать? Сидеть на траве, играть в шахматы, выпить кофе. И хотя бы есть туалеты. Можно сходить в туалет. Но больше здесь заняться нечего. Непонятно, для чего вообще сюда приходить. Если все остальные участки могут предоставить вам то же самое и даже лучше. И мне не нравится то, что здесь какие-то очень странные зоны для растений. И на них стоят лавки и тропинки. Как будто бы они хотели сделать площадь, может быть. Но что-то пошло не так. И в итоге это очень странный парк. Очень странный парк. Он, в принципе, достаточно симпатичный, но абсолютно неинтересный, проходной. Я поставил бы его в пресную базу. Потому что с ним нельзя ничего сделать. В принципе, я бы вообще бы не стал ставить его никуда, использовать. И, посмотрев один раз, случайно попав на него, больше бы не возвращался. Клуб Елисейские поля. Тишь, гладь да Божья благодать. Именно в такой атмосфере наш посетитель поглощает вкусную и полезную пищу. Здесь вы обретете покой. В английском варианте, насколько я помню, этот участок имеет более адекватное название. И он тоже один из самых любимых лотов и игроками Sims 2, потому что все игроки Sims 2 — это ёбаные готы. Он, правда, достаточно хорош. Мне нравится то, что они сделали настоящее кладбище, на котором есть могилы. И он очень аккуратный и не заставленный. Здесь, мне кажется, что есть интересное архитектурное решение по типу вот этих арок с скульптурами. Не самые симпатичные крыши и выбор цветочных клумб, но окей. В центре есть две богатые могилы. Мне кажется, что в принципе этот участок задумался как
богатое кладбище для избранных, может быть. Но внутри он более странный, я бы сказал, по типу, кто приходит на кладбище, чтобы посмотреть телевизор, или типа вы сюда заходите, вас закрывают навсегда, чтобы вы здесь умерли. Здесь компьютер, радио, что? Это опять какая-то комната для вебкама. Нет, ладно, я ошибся. Вот комната для вебкама. Здесь просто ковер. Прекрасная комната для медитации, наверное. Очаровательная вывеска компьютерных игр и стол для покера. Мне кажется, что, может быть, этот клуб задумывался как элитный клуб для избранных или что-то вроде домика привратника. Но почему нельзя было просто сделать усыпальницы что-то больше похожее на комнату с ковром и типа сказать окей, и, может быть, сделать подпольные игры в карты? Мне кажется, что у этого участка есть большой потенциал, и он, в принципе, очень хорош для того, чтобы его использовать даже не перестраивая, несмотря на то, что здесь есть странности. И я видел, как этот участок множество раз перестраивался в Sims Community и использовался даже в собственных играх и в разных сюжетах. Я думаю, что в принципе это с пивом прокатит, но я бы поставил его... Это не могли построить я. Потому что очень много хороших идей, и даже несмотря на все минусы, он хорош сам по себе. На очереди корпорации «Ловушки Ганса». С самого начала работы, аж с 1987 года, возили прототипов и начали самым таинственным образом пропадать сотрудники. Смотрите под ноги. В принципе, это здание прям жирная отсылка на высотки в Нью-Йорке, и оно выглядит очень даже неплохо снаружи. Мне нравится здесь то, что есть витрины, и он такой высокий и прикольный. Маленький участок. Даже 2 антенки типа. Но внутри это типичная постройка потому что пусто. И есть только первый этаж, на который вы заходите и оказываетесь сразу в магазине. И здесь в целом очень спорное решение. Мне абсолютно не нравится этот интерьер. Он странный и неприятный. Звездочки красивые. Понятно, что они хотели сделать какой-то стиль old money и такой богатый, но получилось что-то абсолютно ужасное. Странная кафешка с этим грилем. Немного одежды, немного духов. Но при этом мне очень нравится идея с ловушками. Она здесь реализована странно. По типу этой ловушки сюда могли бы поставить огненные штуки. Примерочная нормальная. В общем, я бы сказал, что у этого здания есть потенциал, его можно хорошо перестроить, это правда. Ловушки Ганса, я бы сказал, что это с пивом покатит. Потому что это здание можно прикольно переделать, но если вы играете ничего не изменяя, то вы просто оказываетесь в этом здании один раз и, может быть, удивляетесь идее так же, как и я, и все. Печально известный ресторан Лонд Ост. Несколько лет назад в Лонд-Осте появился новый шеф-повар, сумевший создать ресторану репутацию места, где подают современные и невероятно вкусные блюда. Какое-то очень тупое описание. Печально известный Лонд-Ост тем, что я видел столько переделок этого здания. И в принципе снаружи оно выглядит даже нормально. Опять странные крыши, очень странно идут трубы, непонятно. То есть неприятно, обычно они должны располагаться сбоку. Понятно, что это отсылка на какой-то британский паб или типа того. Но внутри... непонятные комнаты, как будто бы они планировали что-то здесь построить на 2 этаже. Очень странное расположение камина внутри коробки. Абсолютно ужасный холл. Ладно, холл здесь достаточно приятный, но все остальное... О мой бог. В общем, он в целом, если не обращать внимание на странные архитектурные решения, даже пойдет. Я не понимаю, почему здесь располагаются китайские стулья.
если это отсылка на английский ресторан или баварский. И здесь очень странные вот эти вот зоны и ужасный пол. Что это вообще такое? Это ковер? Да, это ковер. Просто представляй себе, как сюда заходят все в грязной обуви. Здесь странный бэк-ярд. И все. И даже нет столиков. И сам по себе этот ресторан супер странный. Казалось бы, что он приятный, но в нем есть столько раздражающих мелочей, которые хочется переделать. И опять это куча летающих ламп, ни на чем не держащихся. Несмотря на большой потенциал, я бы поставил, что он мозолит глаза, потому что есть так много вещей, которые хочется в нем переделать. Следующий парк — лабиринт любви. Добраться до самого сердца лабиринта легко, но как оттуда выбраться? Блуждая в кустах, вы сможете разобраться в своих чувствах и выйти из лабиринта просветленными. Я помню, что когда в первый раз увидел этот парк, мне он очень понравился и показался невероятно прикольно сделанным, чарующим. И здесь мы вообще прошло первое свидание. Я был в восторге от идеи. И этот парк, на самом деле, мне нравится до сих пор. Он креативный. Мне нравится, как он сделал. Даже эта дурацкая шахматная плитка здесь подходит. Это все напоминает Алису в стране чудес. И все достаточно приятное. И даже несмотря на то, что это обычный парк, здесь нечего делать, можно только провести свидание. Здесь можно немного поесть, покачаться на качелях, сфотографироваться, сходить в туалет. Я бы сделал бы его более чарующим и интересным, может быть, расположил бы стол для чаепития, чтобы подчеркнуть алисовость. И в целом, да, он просто приятный. Он не загроможден, здесь есть интересные решения. Не очень понятно, что на нем делать, но что есть, то есть. Я поставлю его в «Это не могли построить я», потому что этот парк, правда, заслуживает того. Даже несмотря на то, что мне очень хочется его переделать во что-то более интересное, я думаю, что он приятный. Казино, тройка, семерка, туз. Испытайте удачу за лучшими столами для покера в городе. Здесь можно не только сорвать крупные куш, но и разрядиться, засветив как следует по наглой рыжей морде. Оу, российские отсылки на ирландцев. Снаружи он просто... Это ужасно. Мне очень не нравится все. Во-первых, это коробка, у которой выбит один передний угол. Во-вторых, я не понимаю, почему здесь, типа... То есть они выбили этот угол, но поставили колонну, чтобы держать крышу. Что? Здесь нету еще этого угла? Здесь вообще нет углов, да? О, боже мой. И здесь они уже решили не ставить колонны. Это просто... Это катастрофа. Но один угол таки есть. Оу, мне не нравится. Посмотрим, что внутри. И внутри это типичный салун, наверное. Мне напоминает этот участок салун из валежников Sims 2 PSP. В принципе, ничего особенного. Тоже непонятно, зачем сюда приходить. Только если вы не хотите выиграть большой куш. Здесь есть караоке, ванной комнаты и где можно выпить. Но при этом негде... нет, можно немножко поесть хот-догов. В общем... Господи боже, а зачем они сделали таким образом? Это светильник, который проткнут палкой, что? Да, ну и конечно же, лучшая часть всего этого то, что все летает просто. Я не знаю, несмотря на всю идею, мне кажется, то, что это здание нельзя во что-то перестроить адекватное, только если заново снести и восстановить какие-то интерьеры. Да, здесь есть приятные шторы, которые мэчатся со столами, но нету, например, ресторанчика, непонятно зачем остальные столы. И все довольно печально. Я бы поставил его в сжечь, потому что непонятно, что делать с этим зданием. Оно никчемное, не нужное, и столы для игры в покер есть и на других участках.
То есть вот все здания, которые с караоке, они подметили нотками, а караоке-бар Ля-Ля-Фа не пометили нотками. Мгм. В обители бесконечной музыки и бесед каждый посетитель будет чувствовать себя особенным. Приятный уху мелодии, бархатные диванчики позволят вам уплыть на крыльях дремы от мирской суеты. Мне кажется, что в караоке-барах очень громко, и вряд ли здесь можно уснуть. И это достаточно хорошее здание. Оно такое же типичное, как и готика, и, может быть, располагается в бывшем складе. Это однозначно индустриальная архитектура, но смягченная какими-то колоннами в азиатском стиле, скульптурами. Здесь есть бортики, потому что показывает, как будто это более дорогой клуб. Маленькие, типа фонтаны, кустики. Опять проблема с крышами, но это легко перестроить. Ой, сзади даже есть джакузи. Приятное дополнение. Второй этаж, как всегда, пустой. Но даже тут они немного поработали, потому что они добавили скульптур. Непонятные углы, правда. И вау, здесь закрытая зона потолка. Шторки на входе. Это очень странный, мне кажется, выбор покрытия для стен и окон, которые вырезаны в этих шторах. Но, может быть, это типа металл. Непонятно. И мне не нравится это настенное покрытие, оно просто уродливое и не подходит для таких заведений, правда. Оно больше подходит для кабинетов. Зато здесь есть танцпол. Я не очень, правда, понимаю, что здесь как будто бы отсылка на что-то фиеста и итальяно-мексиканское, но при этом есть элементы азиатского стиля. В общем, что-то очень странное. В принципе, лаунж-зона, зона танцпола, крутилка. Этот классный бар, за которым обычно сидит мисс Крамбоплатон. Крамбоплатон. Да. Пьяная помятая. Боже, ну и паттерн на стульях, я никогда его не звучал, просто жесть. Еще меня очень раздражает то, что это один и тот же ковер, но у него оттенок различается. Зачем так было сделать? Здесь тоже еще одна зона для танцев. Мне кажется, здесь можно было бы расположить мыльные пузыри. Оно вполне бы подходило. В принципе, все очень цветасто и прикольно для ночного клуба. Но здесь нет караоке. What the fuck. И даже туалеты разные. Это достаточно годный участок, который можно даже немножко переделать, и уже будет очень приятно. Я бы поставил его с пивом покатит. Потому что здесь есть какие-то моменты, которые меня вообще не устраивают, и есть моменты, которые очень даже ничего. И мне кажется, что он может быть скучноват, если честно. Следующий участок — это фитнес-центр «Кленовый листочек». Не скачите, как та коза из детской песенки. Приходите к нам со всей семьей, просто расслабьтесь в умелых руках наших специалисток. Вы наш особый клиент. Звучит жутко. Мне очень не нравится, как это выглядит. Это странно. Это два разных корпуса здания. Центральное здание нормально, вполне себе. Но вот эта странная пристройка, почему она тоже из кирпича, что, зачем? Здесь странный бассейн, типа тир. Зачем все это именно в таком виде? Спа. В общем, и еще колосья пшеницы, которые должны быть в булочной, а не здесь почему-то. Все снаружи странновато. Если отделить и просто нарезать эту часть, то будет нормально. Или вместо этого всего сделать большой бассейн и какой-то спа-центр, который соединяется с этим зданием, был бы прикольней. Внутри, конечно же, летающие лампы, куда без этого. Здесь есть маленькая кафешка, которая выходит на улицу, это прикольно. Стойка с одеждой. Не знаю, зачем было совмещать это все с магазином, но допустим. Лобби. Мне очень не нравится эта композиция, она
она ужасная. И все симметрично. Господи, что за помешанность? И вот этот корпус главный, и здесь прям сам спортзал. Я не понимаю, зачем здесь ковры эти богатые. Ну, типа, окей, это элитарный спортзал, но what the fuck. И сам спортзал, здесь всего 3 тренажера. И типа, для йоги я не представляю, как упражняться на таком маленьком коврике, но допустим. Мне казалось, то, что это здание должно быть спортзалом, а это каким-нибудь спа, но, видимо, нет. Я абсолютно не понимаю, что они имели в виду, когда делали такую планировку. Несмотря на то, что тут есть много интересных штук внутри интерьера, и видно, что и прям постарались сделать его интересным, я бы сказал, что это невозможно исправить, честно сказать. Это нужно либо полностью перестраивать, беря какие-то элементы, либо перепридумывать его, может быть, в другой формат. И, в принципе, днище жечь и снести. Я бы сказал, что он мозолит глаза, но из-за того, насколько сложно работать с этой архитектурой, это днище. Клуб Серенада. А если, по-вашему, ваши певческие способности превосходят средние, и вы поете не только в душе, в Серенаде вы, безусловно, найдете единомышленников. Типичное здание такого же бывшего склада, которое отлично сочетается с клубом Готика и, в принципе, вписывается в эти странные триады, но мне кажется, что можно было бы придумать более разнообразную архитектуру, хотя бы в элементах, которые можно использовать. Мне очень не нравятся эти окна на 2 этаже, они странные, непонятно зачем, и вообще как здесь оказались. Как всегда, это ужасная крыша. Зато видно, что он сразу VIP, здесь вход через ленточку. В принципе, снаружи очень пресно. Посмотрим, что внутри. Внутри даже немножко сделали 2 этаж. И ужасный интерьер. Здесь этот кошмарный пол, который просто радость эпилепсика. Плюс еще танцплощадка, на которой это все переливается. Я ненавижу ее и никогда не использую. Вместо диджейской будки здесь караоке-бар. Всего один, кстати говоря. Здесь есть зона с диванчиками, и мне очень нравится то, что сзади того, как вы поете в караоке, кто-то будет писать. И очень удобно сидеть вот тут и слушать того, кто находится в кабинке. Бар и небольшая зона для ресторана, в принципе. Маленькая кухня. Я бы сказал, что в этом нет ничего особенного интересного. Все это мы уже видели на других участках, и он просто вырвиглазный, и они попытались сделать что-то как ля-ля-фа, но при этом что-то более клубное, но получилось хуже, на мой взгляд. Хотя его было, наверное, приятнее переделывать. И мне еще нравится то, что здесь есть неоновые огонечки. Типа, это все больше напоминает какой-то хаус-метал клуб ночной. Но это все сделано в виде караоке. Я не представляю тех, кто будет танцевать на этом полу под того, как здесь Сима орут. Это все неприятно и странно. Я бы сказал, что это пресная база. Честно сказать, это правда мозолит глаза, но он очень базовый и непонятно, зачем он нужен, поэтому, пожалуй, все-таки мозолит глаза. Не то, чтобы это вообще необходимый участок. Как будто бы его хочется переделать во что-то более уникальное и оригинальное, но непонятно, в какую степень найти. Поэтому все странно. Кафе рубль 25. Есть 50 тенге. Каждая собака в городе знает, где находится это кафе, потому что тут самые вкусные косточки. Разумеется, меню тут тоже хоть куда. Ровно как и официантки. Ненавижу русских локализаторов. Хотя, может быть, в английской версии то же самое. Ну ладно. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, просто огромное озеро. Это очень странно. Оно странной формы, оно неестественное. Я не знаю, мне не близко такое не нравится. И посмотрите просто на эти жалкие потуги в виде небольшой растительности. Здесь есть выход на этот дворик, но такое. Снаружи, в принципе, это просто достаточно приятное место.
Я бы даже переделал его в какую-нибудь бакалею, может быть. И, может быть, переделал бы задний двор. Можно было бы прям развить более интересно это все сделать. И внутри как будто бы это более богатый ресторан. Ну, то есть такой... Это не паб. И поэтому все странно выглядит в сочетании с достаточно дешевым участком, более дорогой интерьер. И что здесь жалкие раз, два, три. 3 столика. И куча столиков снаружи, 2. 3 столика для ресторана и 2 столика для кафе. Маленькие участки. Одним словом, мне не то чтобы нравится, он просто очень пресный и сухой и неинтересный. И как будто бы без него можно легко обойтись и на него просто никогда не ходить. Здесь нечего делать, здесь скучный интерьер и просто неинтересно. Я бы поставил в пресную базу, потому что просто о нем не о чем сказать. Он нормальный на один раз. Ресторан у Мегалопуса. Конечно, пища всего лишь топливо. Но превратите обед в веселье. Позовите друзей и родственников. Большим компаниям скидка. Какое-то никакущее описание, непонятно что. О, как же и любят эти странные детские площадки и маленькие прудики. А это вот просто ты создаешь такой ландшафт, когда не знаешь, что еще воткнуть. Правда. И вот этот. Как будто бы эта забегаловка должна быть в бедном районе, но она выглядит очень прилично. И сзади просто ничего, кроме мусорки. 2 мусорок. Снаружи он выглядит очень пресно. Максимально. И опять уродская крыша. Внутри, конечно, класс. Да, это действительно какая-то отсылка на дайнер, я думаю, потому что здесь есть странные цвета, не хватает только клетки. Все в клеточку. Какой-то ужасный мерзкий пол. Сочетание желтого с синим здесь просто катастрофически. Все еще подчеркивается белым, который контрастирует с желтым. И все такое гигантское, типа такие огромные пространства просто в никуда, которые уходят. Можно было бы расположить все более компактно и приятно. И, конечно же, здесь есть симшуна, который лучше бы расположить в казино, потому что все симы отсюда будут переться сюда и играть в него бесконечно. И оно просто все скучное и пресное. Так же, как эта кухня, прям просто огромные пустые пространства, типичные для построек IKEA. Я бы сказал, что это пресная база, но в целом его можно удалить, потому что он нахер никому не нужен. Дискотека Эндорфин. Танцы до упаду под зажигательную музыку. Перед таким соблазном никто не устоит. Здравствует чистое ощущение эндорфина. Это просто клуб Моно от Мира 72. Мне даже почти нравится экстерьер. Достаточно интересный выбор для входа. Как будто бы это такое злачное место. И это индустриальная постройка. Как будто бы не хватает 2-го этажа. Я не понимаю, почему в клубе находится джакузи, при этом таком клубе. Но их можно убрать, и будет, в принципе, нормально. На 2-м этаже у нас здесь небольшая гриль-зона. Странная. Мне не нравится то, что здесь повсюду огонь. Типа, понятно, что это прикольно, но симы на нем явно сгорят. И внутри они попытались вроде как сделать хайповый интерьер. Что? Почему здесь? Это типа офисная зона, в которой сидят, работают за компом. Здесь чайничек висит, какие-то страшные обойки. Потом у вас сзади окошко с шторками. И потом вы проходите просто в жесть, дискач, упарываться марками и все такое. Может быть, они хотели сделать это типа тайный клуб, в который вы заходите, и вы не знаете, что там дальше происходит, если вы не посвященные. Но по внешнему экстерьеру вы определенно понимаете, что внутри происходит. Эти ужасные обои, они меня очень бесят. И здесь просто феерия разных цветов и полов этих ужасных. Но это можно интересно обыграть или переделать, я думаю.
Как будто бы у этого скучного здания есть потенциал сделать его более тайным, как будто бы это действительно склад может быть, то, что только для избранных вход. Но мне кажется, что можно было бы сделать его интересней, и я примерно понимаю как. Но в таком виде он просто, правда, достаточно пресный. Я все равно скажу, что с пивом покатит, или все-таки пресная база, или с пивом покатит. Насколько... Мне кажется, то, что если бы я пришел бы на этот участок, то я бы, в принципе, на него бы никогда больше не сходил, если бы не переделал. Поэтому я думаю, что все-таки пресная база. У него есть большой потенциал к тому, как его перестроить, и тогда он будет прям супер конфетка и все такое, но в таком виде он просто скучный. Я думаю, на этом я хочу закончить первую часть, и остальное ждите во второй части и продолжение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте меня на Патреоне, все такое. Смотрите то, как я заставил искусственный интеллект написать сценарий для Sims 2.